Ну что, друзья, как настроение? Как ваше ничего? Да, это битрейт сегодня скачет, но вроде в пределах нормы. Так что ориентируйтесь на то, что видео может быть немножечко с низким качеством, проседать. Не знаю, что это оно. Что это оно? Может, то, что у меня до хрена всего открыто? Может быть и такое. Надо сейчас быстренько здесь все чик-чик-чик почистить. Сюда. Убрать. Нет, все и так убрано. Отлично. Как ваше ничего, дамы и господа? Господин ведущий спрашивает. Ой, надеюсь, все сходили за чаем. Все будет зашибись. Я только что, я только закончила и сразу же запустилась стрим. Я только с записи последнего финального эпизода по Tales from the Borderlands. Ох, ребята, это было это было круто, это было что-то. Кто-то не отвечает? Вик, я отвечала, почему? Я говорю, я ж только с записи этого Tales from the Borderlands, поэтому как только закончила, сразу вот сюда. Так, вообще, вы меня слышите, но я не вижу от вас вообще никакого движения. Раз. Да, вы меня слышите, все нормально, прекрасно, спасибо. Я не собираюсь вам спойлерить, я говорю о том, что это было прекрасно, и я под впечатлением, с хорошим настроением, с разными такими чувствами, и как говорила Фокси, что это будет очень эмоционально, так оно и есть, и все будет на канале, как только, естественно, мы продолжим с понедельника, да, 4-й эпизод, потом 5-й, и все будет зашибись. К тому моменту, надеюсь, уже и Life is Strange выйдет. Так, и пора, наверное, переключаться на сцену следующую. Так, код прошел, отлично. Код прошел, и упал мой телефон. Зашибись. Комментарии, это ж так не важно, да? Да, отлично, мы все видим, я все вижу, вы все видите. Понеслась, родная. Вот это можно выключить, вот этот можно оставить. Все, я готова. Да, чуть тут пока сидела, настраивала. Ой, нифига, мы лазим тут, в компьютере лазим. Да, слышно, настроение поганое. А что это у тебя настроение поганое? Вот иди поиграй в 5-й эпизод с Tales from the Borderlands, и ты сойдешь с ума от счастья. И вообще просто тебя разорвет на мелкие частички от того, что ты любишь этот мир, и он прекрасен, да. Так, вот, о чем я. Сегодня мы с вами играем в Tales, господи, в The Stanley Parable, и я ничегошеньки не знаю об этой игре. Вообще, абсолютно. Вообще, А у тебя-то что настроение поганое, Вика? Почему вы все с таким плохим настроением? Вы должны, приходить с хорошим настроением. Что такое? Ладно, хорошо, погнали. Начинаем игру и будем вам поднимать настроение. Где чай? Где кот? Где все? Где собаки? Где ваши коты? Где все ништяки? Давайте какую-нибудь вкусняшку с чаем. И у нас опять долгая длинная загрузка. Господи, главное, чтобы она не вылетела. Это, знаете, еще можно вот так поставить мышку вот сюда, наконец, и определить, идет вообще загрузка или не идет. Что-то как-то не очень. Что-то как-то совсем не очень. Я только остановился смотреть 3-й эпизод. Смотри. О, загрузка идет. Блин, что-то долгая загрузка. Мы должны уходить от тебя с хорошим настроением. Да, я стараюсь. Ничего нет, я успела только чаю себе налить. Ладно, хоть у меня там... сегодня сейчас шоколадку кушать нельзя, это на Mass Effect можно было, а сейчас нельзя. Да хотя бы буду чай пить. Нифигашеньки не успела. Зато успела все записать, это главное. Кто-то к нам еще присоединяется. Привет. Где субтитры? Я хочу субтитры. Видео. Расширенные настройки. Да. Здесь нет субтитров? Или их нету здесь просто? Я что-то даже не вижу. Подожди. Отменить отмена. Окей. Разрешение. Режим отображения. Может, в звуках? Субтитры, во. Только субтитры. Полный комментарий. Давай полный комментарий.
О, ну мы скипнули, да, что-то? Ну, я что-то скипнул. Надеюсь... Ну, ладно. Моя вина. Как мы быстро двигаемся, прям вот таким. Все коллеги исчезли. Я слышала, да, что как бы мы одни в офисе, и надо понять, что происходит. Да и хрен с ними, я вообще люблю одна работать. Особенно меня бесит, когда кто-то, знаете, вот в кабинете ты не один, и дверь не закрывает. Ой, закройте дверь. Мы можем вернуться, мы можем... Короче, мы можем делать все, что хотим, да? Я так поняла. Точилка такая. Блин, такие столы пошарпанные. Вот ящик. Угу. Привет, шустрый, всем, кто в чате. Супер, здорово. Логично, потому что я всегда выбираю левую дверь. Закрыто. 403. А мы какой номер? 400 какой-то там, я помню, да. Угу. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ну, действительно, вот если ты не знаешь, где все, надо идти к боссу, правильно? Если игра понравится, можешь поиграть в... А это же, по-моему, ну да, это от них же, но говорят так себе. Так, руководство для новичка немного депрессивно. Да. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ну, ладно. Ну, вообще, я бы не горела желанием идти к начальнику. Ну, да хрен с тобой, пойдем. О, какой контраст-то. Ты посмотри. Ванная. Напишите в чате, что она сказала. Все тебе передавать? Ни хрена себе офис. Насколько я знаю, здесь настолько много концовок, что это очень... Что тут не имеет смысла идти только по одной, мне кажется, да? До хрена. And so the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ну и тут мы подгадываем пароль, хорошо. Я вас предупреждала. Стрим может лагать, битрейт нестабильный. Понизьте качество. Я знаю пароль от тайной комнаты шефа. И опять долгая загрузка. Я так понимаю, смысл в том, да, чтобы ходить по... Либо слушать автора, либо не слушать автора и получать удовольствие. Воодушевленным. Я бы испугалась, на самом деле, ехать по лифту, непонятно куда. Нет, такие мысли меня не посещают. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Выход. Ты такой, что, куда? Ладно, пойдем. Давай, пап. У автора своя история. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Марат, какой ужас. Did he have the strength to find out?
Чего там у вас случилось? Ну да. Бывают в жизни огорчения. Ну, теперь пока все хорошо. Как только закон... Ну, ребят, ну что может быть со стримом? То оффлайн, то включен, то оффлайн. Проблемы, значит, какие-то. Господи, никогда на стриме не были. Когда оно скачет, оно пытается подрубиться к этому всему мраковесию. Сейчас вроде спокойно, 6200 отдаю вам всем на растерзание. Скорость отличная. Бывают в жизни огорчения. Сейчас 2 минутки посмотрю на это все. Пока все хорошо. 2 минутки посмотрю на это все, чтобы понять. Работает, не работает. Ребят, ну что может быть со стримом? То оффлайн, то включен, то оффлайн. Проблемы, значит, какие-то. Господи, никогда на стриме не были. Так, отлично, все работает. Это замечательно. Я предупреждала с самого начала, что такое может быть. Конечно, меня никто не слушает. По какой концовке пошла шустрая? Господи, ну их же здесь много. Ой, я даже не помню, что он говорил. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Другого пути нет? Все? Game over? Крутяк. А где я? И что мне делать? Ну, нажмем. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? И куда это? Вот раз ты прошел вдоль и поперек, вот просто сиди и наслаждайся. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. А можно было уйти? Черт. In someone else's control? Never. Never. It was unthinkable. It's a never, Wasn't it? never, never, Was it never, even never, possible? never. Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls Счастлив, labeled несчастлив, with доволен. emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human Можно life. просто свалить, да? For he would dismantle the controls once and for all. Да ну, нафиг. Что за кнопка? Это же финал, да? Что это? Почему 5? Может, их все по очереди нажать? Ладно, хрен с ним. Oh. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ну, я всегда люблю левую дверь выбирать. Нет. И вылет. А нет, смотри-ка, не вылет. Blackness and a rising chill of uncertainty
Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? Что это? О. How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this В этой игре вообще есть смысл? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer Естественно, я ничего не поняла, но зато отпустила. What to do or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ну. Давай, да. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path. Мне даже здесь говорить ничего не надо. Ходи, читай. Right now. Именно то, что я не делала в Mass Effect. And Stanley was happy. О, ништяк. Прям отлично. Достижение открыто. Замечательно. Окей, и мы заново, да? Угу. Жаль, что здесь ничего нельзя потрогать там. Побросать. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Давайте с окна выбросимся, я не знаю. He couldn't find a trace of his co-workers. О, я выключила комп. Я молодец. Экономим электроэнергию. Почему они все включены? Ну, некоторые из них. Что? Это концовка просветления. Можно выйти в окно? Серьезно? Крутяк. Что происходит с этими компами? Ну ладно. Назад... назад еще можно вроде как. Чего там, где кнопка с младенцем? Что такое младенец? 3 ча нажимать, что? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Можно и в окно выброситься. Гениально. Так, ну мы идем налево. Опять. Yet there was not a single person here either. Чашечки. Чашечки? Можно тронуть чашечки? Младенец 3 часа? Забейте, ребят. Ну, ладно. Можно же там... Раз мы пошли по... можно вообще пойти к боссу, но... Может быть, типа мы не знаем пароля, это что-то изменится? Ну, пойдем вниз. Свобода выбора! Котельная. Вот здесь спит Жорик. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. Нельзя уехать? А чё он горит габаритники? Или что это? He thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down?
And for Действительно. that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. Поехали домой. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm Ребят, не спойлерим. dreaming, he yelled. This is all a dream. СЦП хорош. What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job. Ребят, я вам сейчас обоим не разрешу просто писать в чат. Хорош. So, he imagined himself flying and began to gently float Я above лечу? the ground. Твою... Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun. Что? And Stanley marveled that he had still not woken up. Звезды? How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Да. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts. Он закончит сегодня, нет? Давайте сядем в машину и поедем домой. Что? Я не хочу туда идти. У этого чувака еще, мне кажется, истории лет на 5 хватит. Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, Слишком много говоришь, чувак. responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain beyond a Дверь doubt лагает. that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely. Ну, может, я Стэнли? Ну, может, ты он Стэнли? He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake Не закрывай глаза, Стэнли. the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. Хороший голос у And автора. through Мне this нравится. dream, I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife. Я хочу свою жену, All I свою want is my работу. life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. И нифига он не в порядке, да? Ага. Ни жены, ни дома, ни матраса. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. Тревожная музыка. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Ай, что громко-то. And everything went black. И Стэнли потерял сознание. This is the story of a woman named Mariella. Серьезно? Мариэлла? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Хера себе. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Вау. Obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. Да, история здесь развивается слишком How стремительно. lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered Посмотрела на трупах, да, у меня же встреча, и пошла. very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest И of her это life. был She Стэнли. had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body.
and then she turned and ran. Побежала. Сейчас вы, Мариэлла. Все? Это даже ачивки недостойно. Эта концовка недостойна ачивки. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again. Что-то изменилось? Блин. Как там можно на этот забраться? Здесь же нельзя не прыгать, ничего. Как можно забраться на окошко? Это даже интересно. Стулья трогать нельзя, да? Ничего трогать нельзя. Я даже не знаю. Но если... Окошко-то только здесь есть, да? И вообще, кажется, окошко закрыто. По стулу? По стулу. Ну, тут как... Ну, тут как бы нет стула, на который можно встать. Вот этот? Не думаю. Сюда нельзя. Справа. Вот этот? Не похоже. Тоже не похоже. Тоже что-то не очень. Здесь же единственная кнопка активная — это Е, да? Больше здесь нету вроде ничего такого активного. Не знаю, надо подумать. Либо поломиться во все стул. Ой. Просто на стол бы взобрался и... О! Ох ты! Угу, вот так, значит. Хорошо. Тихо, не упади. И в окно. И к Мариэлле. Мариэлла! At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this game? Умерли бы и что? Да. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible. Серьезно? Хотя... Да. Симулятор белого экрана. Песню хотя бы что ли перевели бы. Или субтитры сделали, я не знаю, было бы веселее. А перезапустить, да, начать? А если, блин, ничего не трогаешь, что-нибудь произойдет? Мне кажется, это может идти бесконечно долго. Ну, мы ждали того, что мы якобы покончили с собой достаточно долго. Хорошо. Веселая песенка, да. Я никуда не спешу. Мне кажется, он вынуждает нас перезапустить игру. Мы не сломимся, мы не сдадимся. Снова лагает? Нет, все отлично. По приборам все нормально. Так что просто понизь качество. Теперь у меня симулятор черного. А нет, все, белый экран. Хорошо. Прекрасная гитара. Замечательно. Но у него, как, знаете, наверное, как частушки, у него куплетов там до хрена. Может, он устанет?
сколько в программе прописано, вот мне вот интересно, вот сколько прописано в действительности вот это играть? Можно ли это сломить как-то? Терпение заканчивается. Не, ну это же мое право ничего не делать, это же тоже выбор. Вот, этот выбор меня убивает. Это можно, знаете, можно было музыку вначале не ставить перед стримом, можно было сразу вот вот это вот, короче, оставить и все. Перезапустила, а тут снова белый экран, да? Опа-па! Не-не, стоять! Никто за чами не идет! Что-то произошло, да? Нет, музыка закончилась! Нет! Он сведет меня с ума! Нет! И что, теперь ты без музыки будешь? А даже скримеры пойдут? Можно ходить. Ну, черт. О, окно. Я нашла окно. Хотя бы можем смотреть на окно. Отлично, это не симулятор белого экрана. Подожди. Да я-то жду, но просто я не думаю, что компьютер сдастся. Скорее уж я умру от старости, чем компьютер сдастся. Как день прошел, ребят? Серьезно? Эй! Let me out! Скиньте веревочную лестницу. Пожалуйста. Я все еще голодная. Я тоже голодная. Дайте что-нибудь перекусить. Там есть буфет. Кто-нибудь. Да понизь ты качество, господи. Мы не застряли, подожди. У нас идет война с компьютером. То есть, кто кого пересидит. Но я все же такого же мнения, что скорее я сдохну, чем компьютер сдастся. Не, ну подождите, если рассуждать чисто логически, он сказал, давай посмотрим, сколько ты протянешь. И чисто гипотетически он играл на гитаре, пел песенку, песенка закончилась. Это тоже, значит, мы где-то на правильном пути? Или бесконечность не предел? Базлайтеры, все дела, я не знаю. Ну, перезапускаться, это как-то... Он сейчас скажет, ну, сдался, да? Я так и знал. Ну, надо ждать долго, да? Тогда идти есть преимущество реальный холодильник. Ну, было бы это видео, я просто пошла на кухню и потом вернулась, все было бы хорошо, а потом сделала монтаж. Но нет, это не так. Ага, ладно. Ну, песенку мы уже прождали. Так что это, наверное, полпути, я надеюсь. Даже, я думаю, можно позволить себе кусочек шоколадки. Ну, а что так просто сидеть-то? Это весело. Угу. Нас испытывает. Эта жалкая машина нас испытывает. У кого нервы сдадут быстрее, да? Если человек зайдет на стрим и скажет, господи, что вы тут делаете? Симулятор белого экрана. Угу. Не, ну серьезно, он подаст какой-нибудь признак жизни, там, нет? Я здесь, там, все дела, нет? Ах ты, зараза. Я отдал тебе лучшие годы своей жизни. Фокси, надо, концовка веселая, надо очень долго ждать. Долго это сколько? Нас хватит стрима?
У нас хватит стрима, у нас хватит нервов. Ох ты! Комментарии упали. Все рухнуло, господа присяжные заседатели. Покрутись, покрутилась. Да покрутилась я. Не, ну там было написано, типа, сбежать или остаться. Ну, типа, я так поняла, потому что, как он стал реагировать. Я нажала yes. И стою, жду. Он сказал, что ты все равно сдашься, и все будет очень плохо. Я кручусь, я кручусь. Надо окно не терять. Хоть какой-то кусочек мира. Кусочек реальности. Я довольна. Ты там с Бобом разговаривала, что ли, или что? Не крутилась я. Где мое лакомство? Или должно быть что-то появиться за спиной? Типа опять вы хотите сбежать или хотите уйти? Я могу опять нажать и остаться, и опять терпеть боль и муки, да? Не, ну так понимаю, это же ачивка, да? Здесь что? Ближайшая... Ага. Ладно, неважно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Достаем гитару, разводим костерок. Да серьезно? Его даже не переэтовать? Не переиграть? Серьезно? А как? Подожди, а что значит концовка с окном? Сама же сказала, концовка с окном прикольная. Симулятор терпения. Надо только долго ждать. Долго ждать чего? Пока ты с песиком погуляешь и вернешься? Что? Нет, серьезно? Не, я просто не верю. Просто если мы так долго ждали, то ну как? Я тут... Ну, короче, если я просрала концовку, это все вы. Ой. Хрен с вами. How long was I sitting there? Oh. Stanley wondered to himself. Ну, я же говорила. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Нет. Нет, пошли еще раз. Ой-ой-ой! Твою маковку. Такое ощущение, что дождь идет. Давай, давай. Ой! Эть! Что ты на это скажешь? Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Теперь он будет много говорить, да? Лучше бы ты пел. If I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Я уже проверила. This whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you just played the other option. Now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? No. Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky.
I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever. Покедова? and ever. Cheers. Покедова. Пока. Че, мне ясно же? И что? Все? Ничего? Ты ничего не хочешь мне сказать? Ну ладно, я перезагружусь. Давай, может, здесь останемся? Нет, нельзя? Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Ладно, хрен с ним. Кто-то шел за Стэнли, вы че, с ума сошли? Вау, вторая. Что это? Что-то происходит, определенно. Ох, так лучше? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. О, комната By отдыха. the employee lounge first, just to admire it. О, Yes, Круто. truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Замечательно, Stanley's голубая simplest but комната. eager to get back to business, Stanley took the first О, open можно door было on his постоять там? left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ну кто-то же должен писать Шустрый, что делать. А Шустрый сама не разберется, что делать. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on Кавабанга! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Отлично. Можно закрыться в комнате? Ну, давай. But Stanley simply couldn't handle the pressure. He had to make a decision. Ой, прошу прощения. What if a crucial outcome fell under his responsibility? He'd never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Then days. Да что ж такое? Years gone by. He no longer had the ability to tell. Да еще даже минуты не The one прошло. thing he knew for sure, Спасибо. beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Ой. Now it's even closer. Аж телефон падает. Here it comes. Ой, что-то происходит. Я начихала на что-то. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? И что, все? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Я бы... Stanley Да. waited. Hours passed. Then days. Ой, нельзя выйти. And years gone by. Это все? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes.